Всем привет! Всем привет! Всем привет, это Андрей и Нади. В марте мы свалили из России, и вот уже почти 4 месяца. Мы уже почти полгода живем в Буэнос-Айресе. Мы уже 9 месяцев почти живем в Аргентине. На этой неделе год, как я уехал из России. Нади уехала через неделю после меня. С середины марта мы уже вдвоем. Полноценно путешественники без дома. В общем, дата особо ни к чему не обязывающая, но я подумал, что прикольно вообще вот как-то посмотреть, что за этот год произошло, тем более, что влог тоже появился около года назад, и получается, что вот за это время как раз и появились зрители, и роликов уже там почти 50 штук, вот, в общем, все как-то стало развиваться. До отъезда была зима. В Москве была зима. Ну что, Новый год как-то мы отметили так. По-семейному, кстати, хорошо отметили с родителями Андрея. Не знаю, у меня не было ощущения, что какая-то надвигается темная страница в истории нашей страны. Вот. Ну, интересно, потому что если ты помнишь, в мае 2021 года меня угораздило именно на 9 мая пойти и снимать парад военной техники. Но я, честно говоря, вот тогда был в шоке от происходящего. То есть на меня как-то какое-то сильное впечатление это произвело, что сочетание каких-то людей достаточно нарядных, детей, то есть дети на плечах родителей с розовенькими рюкзачками, с какими-то принцессами. И все, значит, на телефоны снимают, как, значит, проезжают все вот эти ракеты, потом радостно машут руками военным, которые на этих танках всех едут. Маленькие девочки, которые машут руками ракетам Тополь-М. Это, наверное, максимальная степень сюрреализма, которая вообще возможна. В общем, всем мира. А в целом, конечно, 2021 год был хороший год. Мы с тобой вдвоем тусовались, путешествовали. Ну, там, с учетом ограничений ковидных, где мы только не были, да. Переславль-Залесский ездили, Нижний Новгород, в Казани мы были. В Сочи мы поехали на месяц, в Калининград ездили, вот, видишь, сколько. Плюс у меня еще съемки все продолжались мои рабочие, да, если кто-то не знает, то я 14 лет уже занимаюсь именно профессионально видеосъемкой, и в основном все это время работал с корпоративными заказчиками, снимал всякие мероприятия, и в 2021 году я много снимал для телевизионных каналов российских, и в командировке ел, он даже в ЮАР съездил, в Кейптаун в командировку. Вот. Для ГУМа продолжал снимать всякие на Красной площади, когда художники, там биеннале целый прошел, да, то есть вот все еще какая-то мирная жизнь вполне себе присутствовала, да, и беговые всякие тусовки были, все как-то. Да, поэтому, наверное, у меня не было никакого такого предчувствия. Отсняли пленочку. Я всегда хотела уехать, посмотреть, что в других странах, как себя как-то почелленджить, да, узнать, смогу ли я там где-то. Нет, я знаю, что я смогу где-то жить. Но в целом, как бы любопытно. Любопытно узнать, как люди живут. Вот. Ну и поэтому для меня, наверное, это было то самое, что я давно хотела, но просто, наверное, не в тех обстоятельствах. Но, как говорят все мудрые люди, не бывает хороших обстоятельств. Надо брать и делать, и поэтому, наверное, все было в каком-то... из-за событий, которые происходили и происходят, все было в каком-то все равно тумане, коматозе, не знаю как. Вот. Но ощущение, что правильно мы делаем все, было точно внутри. Сразу, да. То есть вот сомнений не было никаких.
Есть, конечно, люди, и, в принципе, они молодцы, с крепкими нервами, кто спокойно, не торопясь, собрались, подготовили документы, там, не знаю, подготовили всякие доверенности, деньги поменяли спокойно и спокойно поехали, да. Вот. Но я, с другой стороны, не хотел вот это вот проверять, насколько система окажется гибкой, вот, и ждать этого не хотелось, поэтому, то есть сначала я оказался в Узбекистане и там провел 10 дней. Вот. Причем в Бухаре это было особенно забавно, потому что я там ходил такой... Зато тебя там, да, хотели все в гости позвать. Да, но радушный прием. Да, именно там я начал снимать влог. Вот, и с этого момента... И да, и как раз из-за того, что первый ролик из Узбекистана, его сразу как-то тепло приняли. Вот, и узбекские зрители, да, это было прикольно, и это создало как бы стимул какой-то дальше продолжать. Вот. А потом была наша встреча в Стамбуле. Да. Вот. Многожданная. Да. Отъезд твой из Москвы был вообще очень бодрый. В Стамбуле был супермощный снегопад, и рейсы отменяли из-за снегопада. То есть мало развлечений. Вот я до последнего сидел, все смотрел, как же вообще ты полетишь, не полетишь, ты наконец полетела. Вот. И я в этот момент был в Ташкенте. Классный был момент, когда ты написала... Я тут стою... Что-то... Нет, ты написала... А ты можешь связаться с хозяйкой? У меня 1%. И вырубилось. Все. Что вообще? Где? Надо было сейчас в этот ролик ставить 1%. 1%? Сейчас камера такая вырубается. Андрей говорит, что я человек 1%. Но у меня телефон разряжается, и там постоянно 1%. Но держится, кстати, долго вот этот 1%. Да. То есть ты приехала без сотовой связи, без всего, и где-то там стояла под дверью. Вот. Причем именно вот что значит уметь держать напряжение. Да? Ведь можно же смс-кой написать: напиши хозяйке, что я под дверью. Да? И все. Ну, как бы все понятно. Нет, надо писать: у меня 1%. Телефон, и все, и телефон вырубился. А что, я не написала, что я у двери? Нет. Ну, это было мне, конечно, пронять. Вот, и потом мы все-таки встретились в Стамбуле, и там еще лежал снег, и даже снеговики были на улицах. Да, это... И плюс все это вот сопровождалось со всеми этими блокировками карт, все время что-то вырубалось, отключалось, было ничего вообще непонятно, как что переводить, можно ли переводить. Я там бегал что-то первые дни, пытался тоже счет какой-то открыть в Турции, да, вообще как-то наладить минимальный какой-то этот базовый уровень. Вот. И жильем там тоже был не пойми чего, да, и потом вот как мы жили, забавно, очень была смешная квартира, потому что в соседней комнате жил хозяин квартиры и его какой-то постоялец, который был, соответственно, и азербайджанец, да, жили они который чайном готовил то и дело. Вот. Но что там было классно, там был классный вид из окна. Вид из окна немного компенсировал все происходящее, но в целом это, конечно, было странно достаточно. И в Стамбуле тоже, в Стамбуле очень активно сразу началось, да, начались всякие встречи. Мы что-то начали организовывать сразу, да, с ребятами с разными познакомились. Плюс еще и знакомые туда приезжали. Чугун в какой-то момент приехал и под дверью лежал. Вот, и даже... Обычная его поза. Да, и пару ночей что-то он у нас там жил на диванчике. Да, вот. Да, Рома, привет. Забавно все это было, и как раз вот мы в это время думали над тем, куда поедем дальше, потому что мы как-то сразу знали, что в Стамбуле мы оставаться не будем, в Турции, да, и что нужно выбирать, куда ехать дальше. Вот, у меня есть блокнот, и здесь прям вот... Такой красивый. Вот, видишь, телеграм-канал про иммиграцию. Мы свалили, видишь. LinkedIn не очень звезд. Вот, разные мысли про страны. Вот, видишь, началось. США, говорят, легко открыть фирму и счет. Проверить, делать ли Шенген в Венгрии. Чили. Вот.
И где-то вот я тут начал записывать. Вот, видишь, Бали. Билеты от 50 тысяч. Со спутником можно прилететь. Аргентина. Нужен обратный билет. Еще, конечно, целая тоже история была с покупкой билетов, со всеми этими. Ничего невозможно было не забронировать. Airbnb не работает, авиабилеты купить нельзя. Это хорошо, что я как-то совершенно, притом, как-то случайно в Ташкенте, там я себе тусовался с Андреем, и потом у меня типа самолет в обед. И я с утра просыпаюсь, такой думаю, надо, наверное, пойти, может, оформить какую-нибудь карту. Вот, и просто я пришел туда. И в тот момент еще там почти не было людей. Я как-то, взяли меня, оформили карту нормальную, визу, вот, которая до сих пор работает. И мы ей вполне себе пользуемся. Ну вот мы и в Буэнос-Айресе. Какие были вообще первые впечатления от Аргентины? От Аргентины? Не было ожиданий, поэтому не было и никаких разочарований. Я знала, что приблизительно Аргентина сильно отличается от других стран Латинской Америки. Вот, что более европейская страна, и Буэнос-Айрес тоже такой, типа, Париж с лоском латиноамериканским. Вот, все так и подтвердилось. Вот, поэтому в целом мне Аргентина нравится и сейчас. Конечно, так как это иммиграция, они просто как номады живут там по 3 месяца, потом выезжают. У них, скорее всего, нет вот этого периода, когда они там переживают, встречаются с какими-то трудности перевода, ты начинаешь понимать, что ты абсолютно беспомощен в каких-то моментах, и тебя это раздражает. Вот, наверное, этот период постепенно уже проходит у нас. Хотя местами еще где-то есть. Вот, потому что совсем по-другому все здесь работает. И ритм жизни другой у людей. И, здесь надо привыкать к этому. Опять говорю про то, что надо быть любознательным, гибким. Вот. И как-то, мне кажется, Аргентина меня, например, точно учит какому-то балансу, равновесию. Это я могу сказать на примере занятий своих по испанскому с преподавателем. Вот у нас занятие там длится 5 часов, да, если мы куда-то выходим. И я настолько погружаюсь, я, наверное, в Москве давно не занималась таким медитативным занятием, как погружение в какой-то процесс прям надолго. Вот, и то есть у меня в день поработала, позанималась, все, пришла домой, и уже нет сил. То есть, и я чувствую, что я прожила классный день. Вот. Нет у меня этой спешки теперь. Я никуда не спешу. Хотя первое время, мне кажется, мы все еще бегали. Но мы просто ничего не знали, куда идти. Вот такой у нас номер тут. Большая Нравится? комната. Да, главное, что с тобой. Первое время, и еще когда нет жилья постоянного, да, когда не очень понятно вообще, там что-то продлят этот Airbnb, не продлят, вот, оно сложно. Вот, но, конечно, постепенно, во-первых, город узнается, да, и уже какие-то вещи, они более автоматически делаются. Плюс, когда есть уже жилье, все-таки, которое ты знаешь, что оно на сколько-то месяцев вперед твое, когда есть договор, вот, когда, в принципе, все равно высокая вероятность того, что договор получится продлить, вот, или как минимум понятно, как это делать в следующий раз, не знаю, с другой квартирой. Вот, то это все легче. Плюс еще узнаешь, то есть больше становится рутиной, и мозг перестает сходить с ума от того, что все новое. Да. То есть уже знаешь, пообедать можно туда сходить, позавтракать сюда. Какие-то любимые места появляются. Да. Что-то как-то грустно, можно к мороженщику сходить за угол, купить полкило мороженого и как-то это... Вот, точно будет приятно. Да. Новые места открываются, уже, видишь, есть тоже эта психическая энергия пойти что-то новое попробовать. Да. И удается это, миксовать штуки. Все равно то и дело приходится обо что-то спотыкаться, потому что раз вдруг и карнавал, оказывается, в Аргентине. Никто ничего не работает. Нам уезжать в среду, да, я думал, в понедельник
пойду это вещи сдам в прачечную, еще что-то. А нет, оказывается, ничего не работает. Не будет у тебя чистых вещей, Андрей. Ходи в грязном. Я когда съела бургер, выпила 2 Кампари. Ну, собственно говоря, хотелось бы еще чего-нибудь покушать. Я очень люблю покушать. Для того, чтобы больше времени уделять нашему каналу и делать еще интереснее контент, да, есть возможность поддержать наш канал. И для тех, у кого есть российские карты, есть классный сервис Boosty. Мы там открыли свою страницу, да, ссылка на нее есть в описании. Там, ну, во-первых, можно просто поддержать, если вам нравится то, что мы делаем. Там есть разные виды донейшенов, там от 200 рублей. Вот, то есть тут как бы миллионы не требуется. Вот, и плюс это классное место для того, чтобы публиковать какой-то дополнительный контент, что мы уже делаем. Допустим, там большое количество фотографий из какой-нибудь поездки, да, или какие-то приколы, бэкстейджи. Вот я стих тут читал недавно про февраль. Тоже, куда его еще выложить, в общем, для тех, кому нравится то, что мы делаем, да, и вот все это доступно. Это Boosty, это для тех, у кого есть русские карты. Да. Для всех остальных вообще в YouTube есть кнопка «Супер спасибо», «Супер thanks». Вот. Тоже можно какой-то там donation скинуть, потому что это действительно позволяет мне меньше распыляться, а больше заниматься каналом, что, конечно, да, дает эффект, и ролики будут от этого только лучше. Вот, так что все в описании. Да. Спасибо тем, у нас уже есть первые там подписчики, вот, им большое спасибо. Это приятно, когда есть люди, которые прям залетают с самого начала, а они, получается, больше всего как-то верят в то, что дальше что-то будет интересное. Это клево. Ну как ты? Очень круто. Чувствуешь, как кофеин захватывает тебя? Ну да, еще посмотрим, кстати, буду я типа всю ночь не спать, идти пить. А что тебя за этот год удивило? Я сама себя удивила где-то, мне кажется. Ну, в смысле того, что по ощущениям очень легко все равно. Вот несмотря на все трудности и какие-то события, мне все равно кажется, что это легче, нежели чем я думала уехать. Но я не знаю, просто если, например, же люди, которые уезжают там по учебе, да, это совершенно другой сценарий. Как там работает психика и адаптация, я не знаю. Но в целом, то ли потому, что у меня работа моя сохранилась привычная, да, хотя я поменяла должность, вот, и классный у меня коллектив, и классные коллеги, вот. Как-то, наверное, еще какие-то якоря остались для психики, то, о чем ты говоришь, что типа есть некая знакомая такая область, где я знаю хотя бы с кем, да, я могу коммуницировать. Не знаю, мне кажется, те люди, которые переезжают и там получают оффер, им, наверное, сложнее, ну, адаптация, вот это все. То есть им нужно и жильем решить вопрос, и, не знаю, там, сходить куда покушать, да, ну, и новая работа, новый коллектив, новые процессы, все вообще иначе. А ты? Ну, я думаю, меня вот две вещи удивили, да. Первое – это почему вообще Аргентину как-то так скрывали. То есть вот, несмотря на то, что я много путешествовал, да, я много где был, и на разных там континентах, но как-то вот мало было про Аргентину информации. А место клевое, то есть вот в обычной нормальной мирной жизни, да, не знаю, вот 10 лет назад, когда я там много путешествовал, да, то есть почему я тогда сюда не полетел, вообще непонятно. Как-то оно как-то достаточно закрыто было, и, видимо, не хватало как-то людей, которые то есть сюда явно приезжали туристы, но они как-то это мало передавали, или их недостаточно было, или не приезжали те, кто могли об этом как-то рассказать полноценно. Ну, в целом Латинская Америка, мне кажется, такая какая-то, как серый кардинал, что
что за вообще регион, непонятно. Все едут в основном в Азию, и даже вот те, кто дауншифтеры, да, и номады, они в основном в Азии лоцируются. Да, то есть вот Бали – это тема Бали, известная, да. а Аргентина, я не знаю, Птушкин какой-нибудь, вот он был здесь где-то? Не знаю, но вот Орел и Решка точно были, там Бадоева всякое же. ну Но да. мне кажется, что это даже плюс, потому что я сейчас стала изучать и другие регионы Латинской Америки, и много русских переезжает и в Бразилию, и в Лиму, Перу. Лима, да, Перу? И в Чили, и, ну, очень здорово, классно, потому что новые регионы, мне кажется, это новая какая-то жизнь. Второе, что меня поразило, это чемпионат мира по футболу и да. то, что здесь происходило. То есть вот это было самое неожиданное. Первый футбол, который я вообще помню в своей жизни, это был чемпионат мира в Италии, где Аргентина еще с Марадоной играла в финале и выиграли немцы. Столько с 86 года, столько лет прошло, и мы тут приехали, и здесь просто начался вот этот вот безумный фестиваль, весь этот движ. Особенно еще, ну, как бы первый этот супер грустный матч был, единственный, который был в 7 утра, и который почему-то, да, почему-то был проигран, и дальше это просто, конечно, вот эмоции были. И мне кажется, это как проходил чемпионат мира в Аргентине, это как раз было то, вот мы наиболее как-то сильно, мне кажется, вообще во все это дело стали погружаться. И в общении с местными, и то, что просто так все время куча людей, и все то плачут, то скачут, то обнимаются. Вот, это было прям, да, такое особенное. Это было очень, да, теплое такое, особенно, конечно, победа феноменальная. Потому что такая нервная игра была, и соперник, конечно, Франция достойный соперник. Ну, по праву. Ребята прям вышли в финал, те, которых и ожидали. Не грустные англичане. Я очень люблю Англию. Вот, ну, да. Но нет, это было круто, и все обнимались, плакали прям. Очень эмоционально. Я люблю вообще латиноамериканский футбол. Еще, конечно, за этот год была какая-то масса всяких совпадений смешных, да, и вообще как развивался канал, да, и то, что постоянно какие-то происходили штуки смешные, когда я там проснулся как-то супер рано, да, и в Стамбуле пошел там, Ивлеева встретил. Интервью, я помню, какое-то интервью давал там Times, что ли, или какой-то, да. Вот, удаленно еще из Узбекистана, да, и здесь все время какие-то происходили интересные встречи, и вообще первый день, когда мы по Буэнос-Айресу гуляли, и вот познакомились с местным фотографом, который сделал нам первый наш снимок такой совместный в Аргентине. И вот прошло 9 месяцев, и он тут фотографию прислал. Забавно было, что он попросил нас не улыбаться. Говорит, ну вы же из России, не надо улыбаться. Но у него серия, на самом деле. Ну да, да. Посмотрели, у него серия таких фотографий, все серьезные. Конечно, а мы такие... И на сцене на разогреве у стендапера были. И уже на передовицы газет местных попадали. La Nación. Да, и журналисты мне сейчас какие-то тоже написывают. Все, говорят, давайте мы вас там кого-то позовем на шоу какие-то телевизионные. И редакция приезжала. И редакция. Здесь Пивоваров сидел на кровати у нас. И сколько всяких уже знакомств произошло, да, интересных. И сколько в Стамбуле осталось приятных. Я все-таки думаю, что ключевое здесь, что несмотря на очень печальные как бы события, которые вот начались год назад, которые до сих пор продолжаются, и эти события послужили катализатором, да, то есть вот вторжение России в Украину послужило тому, что мы уехали, да, но при этом, наверное, какая-то гибкость в адаптации, как это психологи могут по-умному сказать, но то есть умение как-то подумать
а как можно сделать там по-разному, а что можно придумать. И вот это как раз помогает и какие-то вещи придумывать необычные, да, вот там поехать в Аргентину. И одно на другое, вот оно наслаивается, и в итоге получаются какие-то там классные вещи. Ну и, конечно, любовь, как еще. Вот. Какая такая любовь? Такая любовь у Какого наша. То, что мы вдвоем все делаем, да. Да, на самом деле. И то, что свадьба в итоге произошла в Буэнос-Айресе. Да. Вот. А свадебное путешествие не было. Вот оно и происходит, свадебное путешествие. А так вот оно какое. Про любовь, я думаю, ты очень прав. Это очень важно. Сладкий. И я думаю, когда один человек, наверное, тоже, он сам себя как-то поддерживает, да, а когда вдвоем, наверное, проще вот именно период вот этого, когда ты трудности перевода, не знаешь язык, сталкиваешься с какими-то традициями, которые для тебя, не свойственны твоей культуре. И ты как-то можешь прийти и сказать, какой кошмар, зачем они так делают? И мне кажется, это полегче, что типа, да, тебя послушают, скажут, вот такие они. Я думаю, что все-таки люди делают свою жизнь, и про гибкость тоже с тобой согласна. Это очень важный момент. И почему многие говорят, вот, по молодости легче уезжать? Потому что молодой человек, у него ничего нет, и он более гибкий и адаптивный в своих решениях. Может быть, опрометчивый где-то, зато открытый новому и возможностям. Молодость? Какая такая молодость? Ладно. Это я помню в прошлом я тысячелетии. Эх, я в все. 90-е это. В общем, да, это я к тому, что мы тоже молоды. Глядя назад на этот год, вот с нашего отъезда, я просто боюсь себе представить, что будет в следующем году. Мне кажется, просто может быть много всего интересного. Самое главное, я очень надеюсь, что все-таки вот в 2023 году наступит мир уже. Вот. Это очень важно. Потому что, это самое главное. Вот. Это, тут просто нечего сказать. Это все очень печально. Вот. А у нас, думаю, будет много всего интересного. И вы все это сможете увидеть. Потому что будем делиться тем, что с нами происходит. Спасибо, что смотрите. Думаю, дальше что-то будет точно интересное. И дальше будем рассказывать о наших приключениях. Все. Всем peace.